После того, как прабабушка Андрея умерла, ему в наследство достался ее дом. Дом был большой, 2 этажа, несколько комнат, кухня, гостиная и даже камин. Хоть он и скучал про прабабушки, но Андрей был несказанно рад такому наследству, так как у него не было своего жилья, да и вообще было туго с деньгами. А сидеть на шее родителей всю жизнь ему не особо хотелось. Сразу как он переехал и поставил сумки с вещами в прихожей, он приступил к уборке. Андрей начал мыть полы, сметать пыль со всего, чего можно было. Ему хотелось сделать так, чтобы дом выглядел точно так же, как и раньше. Везде был запах старых прабабушкин духов, из-за чего порой он изредка останавливался во время уборки, вспоминая те или иные случаи из своего детства. Ностальгируя была повсюду, да и к тому же его так давно тут не было. Поднявшись на чердак, чтобы разобрать всякое, он увидел стоявший в углу одинокий шкаф. Открыв его, Андрей нашел там свои старые игрушки, машинки, самолеты, солдатики. На него нахлынули старые воспоминания о том, как он играл в этом доме, когда был совсем маленьким. На мгновение он даже прослезился. Он продолжал разбирать вещи из шкафа и наткнулся на какую-то старую, тонкую, потрепанную книгу, на которой было по-английски написано «A book for playing alone». Андрей не сильно удивился иностранной книге в этом доме, так как его прабабушка изучала языки и заодно приучала его к английскому. По правде говоря, он не сильно любил все эти языки и уроки, но он удивился другому. Он не помнил такой книги, хотя в детстве его заставляли перечитывать много подобной литературы. Открыв книгу, он увидел, что некоторые страницы вырваны. Пролистав к оглавлению, он увидел название. Knock above, behind window, in the closet, neither here nor there. Three questions between the cabinet and the wall. Какие странные названия, подумал Андрей. Открыв страницу с названием Three questions, 3 вопроса, он стал переводить. Если хочешь что-то узнать, о чем-то спросить, то в 3 часа ночи подойди к камину и постучи в него 3 раза. После скажи только 3 вопроса. Затем, если услышать звуки внутри камина, то можешь задать 3 вопроса, ответ на который должен быть либо да, либо нет, но ни в коем случае не заглядывай под камин. Андрею показалось, что, возможно, он как-то неправильно перевел, но это звучало заманчиво. Ему напомнило это, как он играл в прятки, догонялки или в подобные игры. Хотя он отнесся к этой игре со скептицизмом, но все же хотел попробовать, мол, Вдруг, ровно в 3 часа ночи он встал с кровати, надел тапочки на босые ноги и подошел к камину. Он постучал 3 раза, затем сказал «только 3 вопроса». Сначала Андрей ничего не слышал, он постоял некоторое время, уже собираясь уходить и думая, что он полный идиот. А раз поверил в эту чушь, но резко замер, услышав странные звуки с камина. Какое-то шуршание, как будто звук, когда ползает многоножка или кто-то рассыпал горох, но он был намного громче и живее. После того, как звук прекратился, Андрей почувствовал запах сырости, как будто из погреба. Он был в смятении и легком шоке от всего этого. Он подошел чуть ближе к камину и не придумал ничего лучше, как спросить «Здесь есть кто-нибудь?», после чего он услышал голос «да». Голос был каким-то непонятным, очень грубым и приглушенным, будто кто-то говорит сквозь слой мокрой земли. Андрей думал, чтобы такого спросить у этого оракула. Вдруг он вспомнил свою бывшую одноклассницу, которая испытывал чувства в подростковом возрасте, но боялся себе признаться. «Аля любила меня?» – спросил Андрей с опаской, так как понял, что не сильно хочет знать ответ. «Да», – ответил голос. Андрей почувствовал вспышку гнева на себя, на свою трусость тогда, но также понимал, что уже ничего не мог поделать. Затем Андрей решил в шутку спросить что-нибудь дурацкое. «Я стану миллионером?» – голос ответил ему «нет». После последнего ответа из камина снова послышалось шуршание мелких ножек, запах пропал, а затем все стихло. Весь следующий день Андрей чувствовал, будто в груди у него лежит тяжелый холодный камень. Он то полистал ленту в телефоне, но картинки и слова не доходили до сознания. Ощущение упущенного шанса с Алей смешалось с глухой пустотой старых стен, создавая гнетущую, необъяснимую тоску. Но ему все еще было интересно, что это был за голос и почему нельзя смотреть под камин. Наверное, потому что это чудище разорвет меня. Или как это обычно бывает в ужастиках. Почему-то ему стало забавно от своих рассуждений.
Он хотел узнать, что это за голос. Им двигал не просто интерес, а нечто большее. Вот от этого что-то зависит. У него было чувство, будто он должен во что бы то ни стало узнать, кому принадлежит этот странный таинственный голос. Предостережение книги теперь казалось ему пустым звуком. Андрей решил, что попробует снова вызвать голос, а затем заглянуть под камин. В 3 часа ночи Андрей снова подошел к камину и проделал все то же самое, что и в прошлую ночь. После того, как он снова услышал шуршание и учуял запах сырости, он медленно опустился на корточки, на секунду застыл перед тьмой, что была в том камине. Он задумался, что действительно может произойти и нужно ли ему это. Но интерес был все же сильнее его страхов. Затем Андрей заглянул в черную тьму и ужаснулся. В дымоходе сверху вниз на него неподвижно глядели 2 огромных черных паучьих глаза. Голова этого монстра была огромная, он был весь в маленьких волосках. Среди всего этого ужаса сильно выделялись его жвалы, которые, как Андрею показалось, так и норовили откусить ему голову. Он скачал оттуда в панике. Андрей забежал к себе в комнату, запрыгнул на кровать, залез под одеяло и просидел так до самого утра. Всю ночь он слышал на первом этаже различные звуки, шуршания, скрипа, половиц, звуки то приближались, то удалялись, как будто весь дом ходил ходуном. Он вздрагивал при каждом малейшем шорохе. Он сидел на кровати, укрывшись одеялом, и только думал про себя, что же я наделал. На следующий день Андрей с испугом вылез из-под одеяла, вооружившись кухонным ножом. Он медленно пошел на чердак, прислушиваясь к каждому звуку. Снова взял ту книгу. Он хотел прочитать правила этой игры, надеясь, что это возможно. Он как-то не так перевел, или там будет написано, что делать, если все же посмотреть под камин. Но страница, где были написаны правила игры, была вырвана. Мурашки пробежали по его спине. Поняв, какую ошибку он совершил, Андрей выронил книгу из рук. Сзади себя он уже услышал нарастающий звук приближения, а также снова учуял запах сырости.